В общем, велосипед уже не ездил, наверное. Правильно замерил высоту своих ног. Я еще простоял велосипед без дела в этом моем сарае. У нас там, это вообще нормально. Сегодня прямо носом хорошо. Все это болит. Вот именно от любых прикосновений и манипуляций с носом. Посмотрим. Как бы 1,5 месяца, обычно как-то долго. Приветствую вас, друзья, на канале Алекс Титанов. Сегодня у нас что? Сегодня у нас суббота и первый день отпуска. 20 января, лучше число не называть, потому что эти видео у меня потом выходят как попало. В общем и целом, буду втягиваться опять в велосипед. Уже не ездил, наверное, месяц последний. Не катался. То одно, то другое, то 5-е, 10-е. Погоды, разумеется, никакой нету. Но сейчас вроде дождь прекратился, и я решил начать снова втягиваться. Проеду сейчас километров, даже не знаю сколько, осилю вообще, 10-20 максимум. Что-то наболтаю вам. С моей точки зрения интересное, но скорее всего это только с моей. Так, вот, поболтаем немного, покатаемся, начнем втягиваться. Да, хочу опять поэкспериментировать с различными форматами съемки видео. Думаю, картинку в картинку делать. Не знаю, посмотрим, как это все будет. В общем, хочу распаковку компакт-дисков, которые я коллекционирую, вставлять в свои покатухи, видео с покатухами, тренировки свои силовые, стритлифтинговские. В общем, куча планов, как все это реализуется, как это все будет смотреться, посмотрим, попробуем. В общем, будем пробовать, экспериментировать. Единственное, что хочу отказаться от вот этой матерщины и негатива в своих покатушках, потому что что-то я совсем куда-то скатился в какой-то негатив. Какого черта? О, опять. В общем, зачем? Ну, это сказывается усталость, и это раздраженность от усталости. Ну, так как сейчас отпуск, то, в принципе, постараюсь держаться на позитиве. Погнали, друзья! Попробую, поэкспериментирую опять с креплением для телефона. Я его уже там посадил на Loctite. Ну, такой специальный клей. В общем, сейчас бы по какой-то брусчатке покататься. Сейчас вот, ну, жесткое это крепление. Но оно когда по каким-то неровностям катаешь, оно все опять разбалтывается. В общем, жду новый руль. Пока что потестирую это. И еще вот вам история интересная. Последняя покатуха, которая я ездил, просто еле домой доехал. Там было 50 километров. Все время здесь вот на контактах хочется выше и выше сиденье поднимать. Я его уже задрал просто максимально. И последняя покатуха, эти 50 километров, я домой приехал, караул просто никакой, потому что у меня шея затекала. Я еще вечером, ночью ехал, я в очках, потому что так еще днем я могу без очков ездить. А вечером я уже ни черта не вижу, одел очки, и так как мне голову надо было все время задирать, и смотрел не через очки, в общем, у меня здесь затекла шея, плечи, потом прямо болели, потому что сильно высоко сиденье было, и, соответственно, я ехал всю дорогу вот так вот, и голову вот так вот держал. Это катастрофа. И я приехал, думаю, блин, да это что-то не то, надо что с этим делать. Или размер велосипеда неправильный, или я настроил неправильно высоту. Повторюсь, потому что все время с контактами хочется выше и выше поднять. Оказывается, я неправильно замерил высоту своих ног. Я еще в Телеграме, там, в велосипедной группе обсуждал этот вопрос. Там еще люди удивлялись, откуда у меня там 89 высота ног при моем росте 1,81 м. В общем, я неправильно намерил. Оказалось, что у меня 76 там, и с половиной. В общем, вам эти цифры не нужны. Факт в том, что я задрал сиденье на 6 сантиметров выше положенного. А 6 сантиметров это очень много. Сейчас я уже опустил. Посмотрим, как оно сегодня будет. Интересного рассказать. Цепь. Прямо доволен вот этим ваксованием. Простоял велосипед без дела в этом моем сарае. У нас там довольно-таки сыро. И, как правило, все мои цепи всегда, если их не используешь, не смазываешь, ржавели от такого состояния. Но это стоит прямо
Как новенькая. Чистенькая. Державчина нигде не взяла. Супер, мне прямо нравится. Я доволен боксованием, варкой цепи, вот этим методом. Супер. Нос после операции все еще болит, я не знаю, это вообще нормально. Сегодня у нас уже, сколько уже, 12 ноября была операция, сегодня 20, 21, полтора месяца. Только что просто вышвыркался и почувствовал, блин, ну, дышать стало лучше, вот реально, когда он не забитый, прямо я прямо разницу чувствую, сумасшедшая разница, прямо такого никогда не было в жизни, чтобы я вот так дышал прямо носом хорошо. Да. Но собака болит, вот когда умываешься, дотрагиваешься, все это болит, вот именно от любых прикосновений и манипуляций с носом. Посмотрим. Как бы полтора месяца, обычно уже за это время уже все заживает, проходит. Как-то долго. Не пугайтесь, друзья, я добавлю в видео немножко своей домашней тренировки, дабы разбавить велосипед другими своими увлечениями, хобби и так далее. Перед вами Алекс Титанов, он же в народе Алекс Баянов, подтягивается на турнике. Не судите строго, Алекс Титанов жирный старый кабан, поэтому подтягивание, как и все остальное, дается ему сложно, но тем не менее. Да, плюс это начало после длительной паузы. Ну как длительной, буквально пару недель, тройку, другую неделю я не тренировался, так и тренируюсь всю жизнь. Погнали! С высотой сидения, конечно, тоже странная история. Я был готов был поклясться, что я правильно померил высоту ног. То есть там становишься, вон какая птица, видите? Офигеть. Становишься к стене, ставишь книгу между ног и ручечкой, карандашиком отмечаешь по книге высоту ног. Что я, собственно говоря, и сделал. И мне на форуме такие, в группе в Телеграме: да не может быть, при таком росте 89, ну, по-моему, 89, точно не помню, сильно длинные ноги у тебя. Помери книжкой вот так и так. Говорю, блин, да я так и делал. Потом надо высоту ног умножить на 0,885. И получишь высоту сидения от центра педалей до поверхности сидения, от центра шатунов. Я намерил, у меня должно было быть 79 это расстояние, а мне хотелось все выше и выше поднять. Я поднял до 82. И еще такой удивляюсь. И странно, почему у меня сиденье уже я вытащил на единичке, на последнем делении. Уже дальше некуда вытаскивать. Друзья, вы наблюдаете, лицезреете, как я одеваю утяжелительную жилетку весом 20 килограмм. Повторюсь, была пауза, поэтому это видео начало возобновления домашних тренировок. Ну как, блин, возобновление? Я тренировался просто по чуть-чуть с весом, подтягивания не делал. Вот, и поэтому это будет буквально на пару раз. И плюс я перед этим, как вы видели, сделал сколько там, 4-6 подходов, 5, 18, 39 подходов подтягиваний. То есть это уже заключительно.
подходом к подтягиванию я напялил на себя утяжелительную жилетку весом 20 килограмм. Знаю, так никто не делает. Когда уже полностью израсходовал весь гликоген из мышц, начинать вешать на себя утяжеление. Ну, что имеем. Дальше тяга в наклоне гантели, тоже все в домашних условиях, по-спартански. Гантеля, по-моему, на этой тренировке была 42,5 килограмма. Да, тяга в наклоне, цель спина, широчайшая, вот. Все еще тяга в наклоне, вес тот же самый, 42 килограмма. Делаю буквально 2 подхода таких тяг в домашних своих тренировках. Да, 2, точно. Точно 2. Бицепс со штангой, гриф прямой, надо обзавестись еще кривым, стоя у стены, так чтобы затылок дотрагивался стены, плечи и задница, поясница дотрагивались стены в 3 местах, в 3 пунктах. Вес буквально 36 килограмм. Повторю в 100-й раз, это начал с 36 килограмм. Второй подходик, вес тот же. Вообще на бицепс, как на все остальные упражнения, много подходов не делаю. Это буквально 2, иногда вообще 1 подход. Самое внимание — это начало тренировки, подтягивания. Когда тренировка на спину и руки, то делаю акцент на подтягиваниях, а все остальное буквально по 1, максимум 2 подхода. Прикол, колесо спустило. Офигеть. На новом велосипеде. Сейчас буду пешком идти, мне лень здесь. Я отъехал сколько, 5 километров, 6. Тут пешком идти, конечно. Ман, новый велосипед, да камон. И второй раз я за все время, сколько я катаю, 5 лет интенсивно,
Второй раз пробиваю всего-навсего колесо, и именно на этом направлении. Что здесь лежит, не понимаю. Вроде бы чистый асфальт, дорожка идеально. Ман, это же надо, а? Офигеть. Резко причем так. Цак. То есть я ехал нормально, топил. Скорость еще такая. Прямо там 25-26 километров. Вон 27 почти. Тя. Сука, я проехал хоть. Блять, 8 километров. Это сейчас пешком еще 5 километров в час. Часа полтора. Капец. Все, запоминаю. Сейчас я буду идти пешком и рассказывать вам байки из склепа. Короче, я подумал, это вообще не дело идти пешком. Я вожу с собой в сумочке запасную камеру и маленький насосик. Нафига я это все вожу? Мне просто не хочется с этим возиться. Я не так уж далеко отъехал от дома. Но с другой стороны, блин. Я хотел сегодня проехать 20 километров. И что же я для разминки? И что ж получается все на смарку. Плюс еще и идти пешком. В общем, иду вот на остановку. И тут скамейки нету. Да камон! Что это за остановка без скамейки? Буду менять камеру. Так, одеваю свои очки. И посмотрю, что у меня там вообще с собой имеется. Ну, по идее, все должно быть. Инструмент. Камера есть. Бортировать чем тоже есть. Насосик маленький есть. Я ни разу еще не пробовал. А вот ключик, если у меня... Блин, как я, баран, выложил этот ключик, а? Я подозреваю, что у меня ключика нету. Снять колесо. Я вообще не верю, что оно пробилось. Тут просто чистый асфальт. Как оно могло пробиться? Сейчас попробую просто накачать. Так, вытащил я старую свою покрышку, проверил, нет ли ничего внутри. Вообще маловероятно, что это прокол. Этим насосиком просто непонятно, он качает, не качает. Проще и надежнее получается поменять камеру. И тогда ты уже точно знаешь, качает насос или нет. Что, я его зря вожу, что ли, с собой? Я правда не уверен, что это вот камера подойдет для грейвела. В принципе, она универсальная, 27 размер. И какой хочешь. 29. Ну,
довольно-таки тонкая эта резина, а камера выглядит внушительно широкой. Но с другой стороны она еще в спущенном состоянии, может, так кажется. Сейчас попробуем. Пешком дойти-то мы всегда успеем. Правильно. Что у меня не получилось это сбортовать, как я на МТБ это делал. Там вот в середину вставляешь покрышку обода, и это все вообще можно руками делать. А тут как бы покрышка как-то странно себя ведет. У нас с одной стороны это шва от обода, а с другой стороны даже не думает подходить. Я вот не пойму, она прилипла вот с этой стороны, или это я так туплю. Не могу ее отодрать. Потому что сейчас будет проблематично это все натянуть обратно. Угу. Попробую ее в середину вставить. Поменял я камеру. Не мог совладать с этим насосиком, еще ни разу им не качал. Вот пошла жаришка. Сейчас. И, конечно, таким насосиком накачать. Это еще то развлечение. Пофиг. У меня отпуск. Времени вагон. Качай себе. Меняй. Пофиг. Я камеру. Но что-то как-то она не совсем там распрямилась нормально. Или камера не подходящая. По-моему, камера слишком широкая. В общем, покрышка не легла полностью нормально внутрь обода. И еду потихонечку, лишь бы не пешком. А дома уже, наверное, сейчас вытащу эту камеру и сравню ее. Хотя у меня еще одна есть новая. И сравню ее с оригинальной. Что у меня какие-то смутные подозрения, что она слишком широкая для такой резины. Ну, еду пока. Тренировками тоже не чащу. Тренируюсь через каждые 3, иногда через каждые 4 дня. Потому что, во-первых, возраст. Во-вторых, я работаю тяжело физически, целый день на ногах. И как бы это будет только хуже я буду себя выматывать, если я буду там через день или через 2 тренироваться, как я делал в молодости. Сейчас вообще я могу тренироваться раз в неделю, и у меня будут расти результаты. А если я буду через день, то я буду себя загонять, и они перестают расти. Перестает вообще какой-либо прогресс происходить. Это была моя домашняя тренировка. Я еще буду экспериментировать, как-то вставлять их в свои вело. Основная тема — это велосипед, конечно. Ну, хотелось бы как-то его разбавить другими направлениями и увлечениями своими. Друзья, не забывайте ставить лайк, подписываться, да, и все дела. Вы в курсе, да? Колокольчики, вот эти все пальчики. Все, погнали дальше.